Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья. И сегодня продолжение декора елочных заготовок в красном цвете. Это комплект, который мы с вами делаем последние несколько уроков. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Сегодня у меня в работе несколько заготовок, и начну с чего-то. И по мере продвижения буду все объяснять. Делаю вешалку. Я уже не раз показывала, как это делать, но многие до сих пор не видели. У меня лента 3 миллиметра, длина 20 сантиметров. Я беру колпачок и вот так продеваю ее через колпачок. Делаю красивую петлю, чтобы она не перекручивалась. И завязываю узелок. Примерно вот здесь 1 сантиметр оставляю. Завязала узелок. Теперь этот узелок заправляю в заготовку. Накрываю колпачком, беру железную вешалку и одеваю. И теперь высовываю саму вешалку. Вот что получается. И поправляю так, чтобы вешалка вот у нас вот так лежала по швам. Не вот так, а именно вот так. Ну и вешалку я обязательно подклеиваю. Многие этого не делают, но я подклеиваю. Отодвигаю, наношу клей и вот так все заправляю. И даю закрепиться. И теперь измерю, сколько мне до цепочки на верхушку. Вот у меня тут также сделано. Показывала, но многие так и не знают. Вот я измерила, сколько мне надо. И вырезаю таких 3 штуки. Вот они у меня уже тут подготовлены. Эти цепочки можно склеить вместе и затем подклеивать на верхушку. Можно просто нанести клей на саму верхушку. Вот так размазываю полностью. Наношу клея достаточно много, чтобы цепочки склеились между собой. Убираю клей. И теперь беру. Так, поправляю стразами кверху. Одну цепочку. Вторую укладываю. Вот так все рядом. И третью. Теперь здесь я все выравниваю. И по кругу вот так все подклеиваю. Вот у нас края. Теперь беру клей и склеиваю все вот эти боковинки между собой, чтобы у нас все держалось. Все поправляю и все зажимаю вместе. Вот что у нас получается. Теперь я беру клей и наношу клей вот сюда на все вот эти боковинки и на вот эти ножки, которые торчат от колпачка. И накладываю цепочку между игрушкой и заготовкой. И колпачком, извините. Лишнее отрезаю. И все подклеиваю. Теперь все выправляю вот прямо вот так вот сверху. И у нас получается все идеально ровно. У меня здесь уже украшена одна юла. У меня цветочек. Я украсила 1 лепесток и сделала вот такой вот переход на одну сторону. И также поступлю и в данном случае. Выбираю сторону, где у меня будет цветок. Примеряю цветок. Если надо что-то, выгибаю. Вот здесь мне не нравится, как этот лепесток лежит, чтобы больше лежало на цветке. Как делать такие цветы, я показывала из пластика.
Есть подробный урок на канале, можно посмотреть. И вот подыскиваю место для цветка. Вот меня вполне вот так устраивает. Теперь наношу клей на цветок и даю клею немного загустеть. Сразу не приклеиваю, чтобы появилась там такая пленочка. Ну вот клей у меня немного загустел. И я укладываю свой цветок. Уложила и прижимаю. Даю закрепиться. Мой цветок подклеился. Теперь я беру стразы поближе к себе. Да, девочки, кстати, кто спрашивал у меня про шаблоны, после моего приезда шаблоны у меня будут в наличии. Будет 6, 7, 8 и 9 сантиметров. И я решила украсить один лепесток. Беру клей. Ну, наверное, вот этот с этой стороны. И здесь можно приклеивать уже камни, больше, меньше, это какие вы хотите. Я почему-то захотела именно вот один лепесток. Можно даже камни покрупнее. Так, побольше хочется. И тут один маленький. Это уже по желанию. И продолжаем работу. Камни я буду приклеивать абсолютно в беспорядке, так скажем. Нету никакого у меня схемы или что-то. Поэтому я просто беру. Ближе к макушке я буду подклеивать более большие камни. И дальше меньше. Вот здесь подклею большой. Здесь уже по желанию, кому как хочется. Вот вы видите, я наношу клей, затем протираю носик и держу вот эту паутинку. Убираю клей и даю немного закрепиться клею, и затем подклеиваю камни. Так, у меня ватка моя из стакана выскочила. И вот сначала я небольшой так вот отрезок, как бы, видите, я пальчиком держу, чтобы направление не запутать. А затем уже буду добавлять другие камни. Больше, меньше. Вот здесь паутинка у меня упала, сразу убираю ее. Можно вот так. Сразу два нанести. Именно задать направление, а затем уже можно будет подклеивать камни другого размера. В следующем уроке я покажу вот на этой сосульке, как сделать такую спиральную из страз, такой спиральный. Так, что-то у меня здесь некрасиво. Так, сейчас все уберем. Вот хорошо у меня салфеточкой, вы видите, сразу можно убрать. Вот пока еще клей не прилип, вот его можно сразу вот так убрать. Именно мокрой салфеткой. Вот здесь у меня на заготовке маленький дефект. Это уже с фабрики почему-то, почти на всех заготовках. Поэтому именно вот этот дефект мне и надо спрятать. Нанесла клей. И именно в это место я подклею страз. И все, дефекта у нас не видно. Всегда несколько раз просматриваем заготовку. Вот у нас уже идет направление. Теперь двигаемся вот сюда. Беру клей. Вот, можно даже два.
2 точки нанести. И вот вы видите, вот здесь у меня тоже задано направление, а затем я уже добавлю больше или меньше камней. И продолжаю работу. Ничего сложного. Направление у меня задано. И теперь между ними можно подклеивать другие стразы. Здесь можно даже наносить уже по несколько раз, по несколько точек. Так, где тут побольше у меня камешек? И здесь по желанию добавляем, где хотим больше, где хотим меньше. И продолжаю работу. Ну вот, еще одна заготовка в покраске у меня готова. И, по-моему, получилось очень симпатично. А как вам кажется? В следующем уроке я покажу, как сделать вот такую спиральку из камней. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен, и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.